Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Страшные видео – это то, зачем вы здесь. И для многих не важно, фейки это или нет. Главное, чтобы видео были жуткими и интересными. Я стараюсь для вас и ищу только лучшее, поэтому не забудьте проявить свою активность в комментариях. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Следующее видео короткое, но загадочное. Когда мужчина находился один дома, он снял нечто странное. Давайте посмотрим. Через слегка открытую дверь его спальни можно увидеть темную тень, которая быстро проносится мимо. По словам мужчины, в тот день он был дома один. Как вы считаете, что же это было? Напишите свои догадки в комментариях. Карантинная станция. На следующем видео мы увидим карантинную станцию, на которую прибывали с кораблей больные. Небольшая предыстория. В порт часто заходили переполненные судна, в которых большая часть персонала была заражена различными инфекциями. Так, в 1850 году на одно судно попал сыпной тиф и быстро распространился. Тогда более 100 пассажиров скончались, сотни были больны. С захоронением тоже были проблемы. Говорят, людей заворачивали в ткань по несколько человек и хоронили прямо в заливе. Карантинная станция стала напоминанием о гибели нескольких сотен человек, души которых, судя по легендам, остались неупокоенными. На видео девушка отправляется на экскурсию именно туда и делает пару фотографий, которые все еще не может объяснить. Давайте посмотрим. В дверном проеме стоит темная фигура в вуале. Вот изображение полностью. Всего 6 снимков, на которых запечатлена эта темная фигура. Как вы можете видеть на этом видео, эти снимки были сделаны с интервалом примерно в 2 секунды. Когда я впервые увидел эти снимки, я подумал, что фигура в тени — это мое собственное отражение. Однако при ближайшем рассмотрении, если это было мое собственное отражение, то оно должно было находиться прямо перед камерой. Я также понял, что из-за настройки фотографии не могло быть тени. Вот видеозапись, которая у меня есть прямо перед тем, как я сделал эти фотографии. И как вы можете видеть, вы не могли снимать или фотографировать с включенной вспышкой, потому что я также понял, что у тени на первом снимке голова опущена. Можно увидеть 6 фотографий, на которых заснята теневая фигура. Снимки были сделаны с интервалом всего в 2 секунды. Также девушка показывает видео и говорит, что снимать со вспышкой было тут невозможно из-за пыли и грязи, поэтому это не могла быть ее тень. Девушка подробно объясняет, что тень не могла падать от нее и приводит весомые аргументы. As I put these 6 photos into this video, I also realized that the shadow figure moves. In the first image, its head is lowered, and in the last image, its head is facing a light source. Вот изображение в быстрой последовательности. Вы действительно можете увидеть движение фигуры. На этих видеозаписях действительно были видны некоторые световые аномалии вокруг самой фигуры. Это похоже на то, что он искажает свет при движении. Но это также может быть связано с незначительными движениями камеры, которые могли исказить грязь и пыль на окнах, учитывая, что моя камера была поднята к окну. Я не думаю, что фигура в тени — это искажение цвета пыли из-за того, что она темнее, а не светлее, чем ее окружение. И ни в одном месте тень не пересекает первый дверной проем, указывая на то, что она стоит между двумя дверными проемами. Я также заметил, что камера слегка перемещается, когда я делаю снимки. Однако основное движение теневой фигуры происходит в верхней части головы. Кажется, что голова поворачивается лицом к камере или искажается. Это не та же самая форма, которая движется влево или вправо. Как вы уже видели, мы начали экспериментировать с некоторыми фильтрами, чтобы попытаться понять, сможем ли мы выделить фигуру более ярко. Жуткий призрак карантинной станции ТУЗ опубликовал на своей странице в Facebook отредактированную версию фигуры, которая сделала ее более заметной, и мы хотели сделать то же самое. Вот наши фотографии. Мы использовали Photoshop, чтобы поэкспериментировать с некоторыми фильтрами, и как вы можете видеть, на каждой фотографии эта фигура выделена.
This is the first piece of evidence that I have ever collected on any ghost or paranormal investigation that I cannot debunk. I do think that in these 6 images I have captured a shadow figure. Также, проанализировав снимки, девушка выяснила, что данная фигура не стояла на месте, а двигалась. Пытаясь докопаться до сути, девушка использовала различные фильтры, чтобы фигура была наиболее видна. В итоге она решает, что это не что иное, как теневая фигура, которую четко видно на отредактированных фотографиях. А вы как считаете? Виртуальная реальность. В следующем видео мальчик погрузился в виртуальную реальность и решил поиграть. Он еще не знал, что его ждет дальше. Mom, stop touching me! Let go of me! Stop! Mom! Stop! Where are you, Mom? Дверь вдруг открывается, а мальчик начинает чувствовать, что к нему кто-то прикасается. Он зовет свою маму, но она не приходит. Mom! Mom, where? Mom! Mom! Stop! Mom! Mom! Stop! Mom! Where are you? Mom! 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 Когда мальчик снимает очки виртуальной реальности, мы можем увидеть, как его футболка поднимается, будто его кто-то тянет. Он не выходит из комнаты и в панике зовет маму снова, но уже через мгновение видит, как свет в коридоре начинает моргать. В конце концов, так и не дождавшись свою маму, мальчик убегает в другую комнату. А было ли это видео реальным или нет, решать только вам. Заброшка. Следующее видео от блогера, любителя и исследователя паранормальных явлений Фрэнка. Он отправляется в заброшенное здание, о котором ходит много слухов и вокруг которого существует много легенд. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Я действительно получил доступ сюда, но мне сказали быть осторожным, потому что люди постоянно перепрыгивают через ворота, так что это небезопасно. А это та самая демоническая комната, которую я нашел давным-давно. Я даже не знаю, что здесь происходило. Но там есть особняк, который я хочу показать вам, ребята. Я искал на картах Google и нашел его. I thought those were gunshots. I thought I just got shot. I'm not gonna lie. Holy shit. That scared the hell out of me. Когда он осматривает территорию, то пугается какого-то взрыва. Оказывается, что это обычный фейерверк, поэтому Фрэнк продолжает расследование. По отпечаткам ладоней можно сказать, что здесь побывало много людей. Они похожи на руки маленького ребенка. Видите это? Это кровь? Red stuff on the window. Jesus Christ. I hope I'm not walking into something. Он заходит в здание
и начинает его изучать. Обнаружив чьи-то отпечатки, Фрэнк сначала делает вывод о том, что он явно не первый, кто зашел сюда. Но отпечатки очень похожи на детские. Неужели дети приходят сюда поиграть? А на одном из отпечатков он вообще замечает нечто похожее на кровь. Несмотря на это, Фрэнк идет дальше и заглядывает в одну из комнат, на двери которой видит красные пятна. That one opened up quite easy. А на дверце остались красные пятна. А на стене есть еще более подозрительные красные пятна. Что это, черт возьми, такое? Что меня пугает в этом, так это то, что это определенно похоже на настоящую кровь. И это тоже. Похоже, что кто-то провел окровавленной рукой по стене, как будто ждал здесь какое-то время. Но еще интереснее вот что. Что, черт возьми, это такое? Если у вас, ребята, есть какие-либо идеи, что это такое, дайте мне знать. Но это отвратительно. Даже в этой комнате воняет. Что это, черт возьми, такое? Hola? Hola? Также пятна он обнаруживает и на стене. Блогер предполагает, что это может быть кровь. Также спустя некоторое время он находит контейнер со странной субстанцией, от которой идет зловонный запах. Дальше Фрэнк слышит странные звуки, пытается найти их источник. Когда он понимает, что находится тут не один, рядом с ним что-то падает и разбивается. Фрэнк решает поговорить с предполагаемым духом, чтобы узнать его мотивы. Позвольте мне пройти этим путем. Все в порядке, я должен оставаться сосредоточенным. Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я заставить это сработать снова. Niño, ¿tú puedes mover la cosa? Toca el botón. Niño. Я собираюсь выключить свет. Что это, черт возьми, такое? Что это значит? Я только что услышал какой-то звук. Послушайте. Я не знаю, что я только что услышал или увидел. Я только что увидел нечто действительно жуткое, просто стоя там. Или там что-то было. Подождите, я пойду прогуляюсь к нему. Он выключает освещение и видит белую, нечеткую фигуру, которая стоит в нескольких метрах от него и через мгновение исчезает. Если не заметили, посмотрите еще раз. Что это такое?
Что это такое? Я собираюсь выключить свет. What is that? What the was that? Фрэнк выходит на улицу и осматривает другие части особняка. Спустя несколько минут он замечает нечто необычное в одном из окон. The second floor. But you could see that there's big rooms everywhere. Извините, если я так сильно дрожу. Just like there's a lot of plants everywhere. Я также хочу быть начеку, потому что здесь проходят люди, как тот парень, которого я видел. That I seen. Это другие особняки, в которых я бывал. Вон тот и этот. But right now I'm in this one. See if I got any movement. That's that whole hallway. And then right here is the big window. Что это, черт возьми, такое? О, этот взгляд. Now look. Oh, Подождите-ка. hold on. О, боже мой. This thing, I'm sorry, I walked into a plant. You could see the difference in temperature right here on the window. Подождите, я сейчас выключу свет. Я ничего не вижу. Подождите, я сейчас снова включу его. Я ничего не вижу. Anything. Я действительно только что видел, как на меня пялился ребенок. Я подумал, что это было что-то другое, вроде иллюзии или отражения чего-то, но так оно и было. Оно двигалось. Он переместился прямо туда, и если посмотреть в сторону, то кажется, что там ничего нет. Проверьте вот эту комнату. Посмотрите, что там. Посмотрите на это. Извините, но эта камера немного странная. Здесь буквально отпечатки ладоней. Отпечатки маленьких детских ладошек по всему окну. И некоторые из них выглядят действительно отвратительно. Подождите, я переключусь на другую камеру. Нет, я не собираюсь. Я просто оставлю это на потом. Подождите. Вот и все. Вы видите, что на нем есть что-то вроде коричневой слизи? Mucus to it. Я не понимаю, в чем дело, но они определенно выглядят как маленькие детские ручки, заглядывающие внутрь. Я пытаюсь понять, могу ли я заглянуть внутрь. Вот здесь. Я собираюсь вернуться внутрь. Я на 100% убежден, что в этом здании находится ребенок. Or a ghost of one. But I just seen it right here, peeking right out, and then went right back in. Кажется, там стоит белая фигура. Предположительно, это ребенок. Через несколько мгновений фигура пропадает. Фрэнк подходит к окну и пытается с помощью фонарика осветить это место, чтобы понять, есть ли кто-то в этой комнате, но никого и ничего не обнаруживает. Дальше он находит отпечатки ладоней, предположительно детских. Фрэнк убежден в том, что в этом здании находится ребенок-призрак, потому что видел его собственными глазами. На этом расследование заканчивается. А что действительно обнаружил и заснял Фрэнк тогда, мы можем только предположить, но правду никогда не узнаем.
дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Парковка. Следующее видео снято камерой наблюдения на парковке ночью. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding, trying to catch me riding dirty. Мы можем увидеть несколько машин, одна из которых спустя некоторое время начинает двигаться, хотя на водительском сидении никого не видно. Кроме того, движения нельзя назвать рациональными. Машина просто заезжает на тротуар и врезается в перила. Как вы думаете, что стало причиной такого явления? Было ли это нечто паранормальное или этому есть разумное объяснение? Совсем одна. В следующем ролике семья девушки уехала на несколько дней, и она осталась совсем одна. Уже первой ночью ей стало жутко и страшно. Ya me da miedo ir a grabar, la verdad. Pero estoy acostada aquí, literal no hay nadie. No sé qué voy a hacer, me da miedo ir a ver. Yo creo que me voy a parar a ver. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Puta madre. Ni modo. No mames, no mames. Eso no estaba tirado ahorita. El cereal se supone que estaba allá arriba. No mames, la neta, no mames. No, vete a la verga. Vete a la verga, vete a la verga. На протяжении 3 дней она просыпалась от странных звуков, похожих на движение предметов, открывание двери и даже слышала чьи-то шаги. Девушка собралась с духом, обыскала дом, но ничего не обнаружила. Однако, как только она возвращалась в кровать, она снова слышит странные звуки, и это сводит ее с ума. Чувствуя страх, она включает свет во всем доме и устанавливает телефон для съемки в том месте, где звуки слышны больше всего. Посмотрев видеозапись, она пришла в ужас, даже выбежала из собственного дома. Давайте и мы посмотрим. ¿Qué pedo? ¿Por qué hace eso la cámara? Por ahí se escucha un ruido.
como por ahí. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames. Me está dando miedo. Te lo juro que estoy temblando. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Plebes, me estoy muriendo de miedo. Estoy aquí afuera de la casa. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo meterme ya. Сначала можно заметить, как что-то падает со стола, но это было не то, что напугало девушку. Дальше темная фигура выглядывает и кажется, что смотрит прямо в камеру. Напуганная девушка звонит в полицию, но осмотрев дом, они никого постороннего не находят. Тогда с чем или кем она столкнулась? Напишите свое мнение в комментариях. Загадочная фигура. В этом видео, первоисточник которого неизвестен, можно увидеть загадочную полупрозрачную фигуру, которая перемещается иногда очень быстро, а иногда медленно. Посмотрите сами. Посмотрев видео, многие пользователи были убеждены в том, что на видео реальный призрак. А вы как считаете? Демон. В следующем видео мужчина обеспокоен тем, что в его доме постоянно что-то падает и разбивается. Итак, в этом видео вы услышите, как ломаются две вещи. Я стараюсь, чтобы в доме не было стекла именно по этой причине, но оно разбилось. Второе — это эти часы, которые вы, ребята, вероятно, видели в нескольких моих видео за пределами этого места. Обратите внимание, что они не повреждены. Только одна вещь не в порядке. У них не хватает стекла. На этот раз это был портрет его сына и часы. Он решил посмотреть видео с камеры наблюдения, чтобы понять, что произошло тем поздним вечером. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. In the name of Jesus Christ, I want to prophesy provision over this home. Lord, you are our shepherd, and we shall not lack anything. We declare that abundance enters this home, prosperity, wealth, and financial victories. We declare to God that you are the provider of our house, the provider of this home. Your word says, Lord, that you give to your children even while they sleep. Therefore, Father, I believe that during this night of rest, this person will be blessed by you.
Their plans, projects, connections, sales, and businesses will be released by the Lord while they sleep. We place everything in your hands, in the name of Jesus Christ. Bless the work of this person, the work of everyone in this home, so that it may be fruitful. Спустя некоторое время, отсмотрев снятые кадры, мужчина почувствовал себя не по себе. Он слышал, как разбиваются портрет и часы, но не понимал причину этого явления. Странные шумы, кажется, начали преследовать мужчину и его семью. Есть еще одно видео от этого мужчины. В нем он снимает все на телефон, как только начинает слышать странные звуки. Добро пожаловать в мою жизнь. Hello? Hello? I'm by myself. Hello? Hello? Черт возьми. Там кто-то есть поблизости. Я видел, как кто-то проходил мимо выключателей прямо здесь. Я вхожу. Я мог бы поклясться, что видел там кого-то. Он исследует дом в поисках ответов, но никого не находит на первом этаже. Когда он поднимается на второй этаж, то видит проходящую тень за закрытой дверью. Мужчина убежден в том, что в комнате кто-то есть. Спустя несколько секунд он все же решается открыть дверь
и войти. Наконец, он в комнате, неспешно и аккуратно ее осматривает, но никого не находит. В других комнатах мужчина также никого не обнаружил. Тогда что же это было? Для нас это останется загадкой. Коляска. В следующем ролике девушка решает приготовить обед и находится на кухне. They see me rolling, they hate it, patrolling and trying to catch me riding. Not again. Don't start again. Not. God. I swear to God, I can. Where are you? Show yourself. Уже спустя несколько секунд коляска выкатывается из другой комнаты, без видимой на то причины. Она просит предполагаемых духов показать себя и посыпает место около коляски, попавшейся под руку мукой. То, что она увидела дальше, действительно ее напугало. Oh my God! Oh no way! What the hell? I knew it. I knew it. It was close to me. I knew it. I feel it. As you can see, the footsteps. I was standing right here. I feel someone standing. This is crazy. Where did you go? Она берет камеру и снимает вблизи. Дальше можно увидеть чьи-то следы, которые ведут прямо в комнату. На этом видео заканчивается. А что же произошло здесь на самом деле, мы никогда не узнаем. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Спартак Москва, это имя навсегда. Спартак Москва, огонь в каждом пасе. Красно-белый цвет, как знамя на мачте. Мы бойцы на поле, в каждой игре. Спартак Москва, давай бейся. Бейся.